В этом ты боишься признаться даже сам себе. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, знаете, мне показан очень такой жизнерадостный человек. Вы умеете радоваться, вы умеете кайфовать и брать от жизни все, что причитается. Особенно после того, как ваша жизнь претерпела много разных трансформаций. У кого-то это может быть переезд на новое место жительства. У кого-то это может быть разрушение прежних отношений и начало нового. Так я вам скажу, что то, что вы перешли вот сейчас в новый период, хоть вы можете сейчас быть и один, это будет только в плюс. И вы уже многие начинаете понимать это, начинаете кайфовать от того, что вы сейчас имеете. Вы, в принципе, человек особо неприхотливый. Вы умеете ценить то, что у вас есть, да, то, что вам досталось именно вашим трудом. Вы человек, который абсолютно не боится ни работы. Вы умеете и работать, вы умеете и отдыхать. Большой любитель животных. У кого-то может проиграться, котики, собачки, да, то есть ваш такой самый надежный друг, это четвероногий друг, и может даже у кого-то быть, что вы скорее там с котиками, собачками, да, поделитесь чем-то, чем с людьми. Потому что были непростые моменты, были и предательства, и разочарования, поэтому мало кому вы сейчас доверяете. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Вот напишите, доверяете ли вы вот людям, да, либо же действительно только четвероногим друзьям. Кто-то из вас работает, в таком, либо в тандеме, да, может быть, в паре с кем-то. Это какой-то либо компаньон ваш, у кого-то это может быть там сменщик ваш, да. Здесь довольно неплохие такие приятельские отношения. У кого-то может проиграться, что даже вы перешли уже в разряд дружбы, да, вроде бы по работе начиналось, а сейчас уже и дружите. Вы человек, который владеет разными ремеслами, разными профессиями. И неважно, вот какое у вас образование, то есть вы такой рукастый, да, вот называют мужчина с золотыми руками. Много чего можете, много чего знаете. Есть довольно начитанные среди вас, да, вот я обычно таких называю ходячий Google, да. То есть к вам можно обратиться за любым вопросом, и вы можете смело ответить. Также среди вас есть, такие творческие люди. Кто-то играет на музыкальных инструментах. Кстати, напишите, ребят, если вы играете, на каких инструментах умеете играть. Но есть среди вас и такие скрытые писатели. Это может быть, такое ваше хобби, да, но это занятие для души. Вы можете писать стихи, кто-то, может быть, пишет рассказы, сказки. То есть вы можете в стол просто писать, да, либо же там с ограниченным количеством людей делиться своим творчеством, но вы от этого кайфуете. Вот просто это ваш такой релакс, это ваш кайф, да. И, между прочим, я вам скажу, что многие из вас требуют сейчас действительно отдыха, требуют релакса. И больше я бы советовала даже вот пообщаться вам с природой. Многие любят и природу, да, но вот как-то вы от нее питаетесь. Потому я вам просто советую, кто подустал, да, у кого может выгорание такое эмоциональное, вот просто на выходные сходите на природу. Кто-то из вас даже, может быть, планирует вот съездить, да, вот на выходные ближайшие там на природу, либо же на дачу, да, вот просто отдохнуть и поменять ваше такое местоположение, немножко перезагрузиться. Вот вы, как, знаете, как к солнышку, вот можете руки протягивать и заряжаться вот солнечной энергией, вот
энергией деревьев, да, вот эта энергетика леса, может быть, там парка, но очень классно на вас влияет. Вы вот реально как будто потом бодрячок ходите. Женщина, у кого-то из вас есть на примете, женщина, которая вам нравится, но, может быть, пока либо присматриваетесь, либо же у кого-то может проиграться, что, ну, делаете такие робкие шаги в сторону этой женщины по сближению, да, потому что хотите с ней начать отношения. Те из вас, кто еще в поисках, ну, вы все-таки надеетесь, вот надеетесь, что и на вашей улице перевернется грузовик с пряниками, и все-таки новая женщина появится в вашей жизни. Ну, давайте-ка посмотрим. Сегодня будет такой, наверное, больше философский расклад, интересный. В чем же вы боитесь признаться даже сам себе? Смотрите, у кого-то из вас проиграется ситуация, опять же, вы переворачиваете под себя, кому что подходит. За вашей такой веселостью, ребячеством, да, дурачиться вы можете. То есть это такая ваша своего рода маска. Маска от той боли одиночества, которая есть у многих из вас, да? Вот вы пытаетесь улыбаться вроде бы на людях, вы пытаетесь как-то отвлечься, но на самом деле вы боитесь себе признаться, как же вам порой бывает одиноко и плохо без половинки. У вас, у многих есть тотальная нехватка вот именно женского тепла, той атмосферы дома, да, вот именно все, что должно быть в нормальных отношениях, да, когда ты спешишь домой, когда тебе не хочется уходить из дома, когда тебя целуют перед выходом на работу и встречают там поцелуями, объятиями с работы. Вам этого настолько не хватает, поэтому вы стараетесь как-то вот отвлечься. И неважно, хобби вы занимаетесь, кто-то ходит, может быть, с друзьями, вот в компании, вы пытаетесь отвлечься, улыбаться, потому что на душе скребут кошки. Далее, в чем еще вы боитесь себе признаться? В том, что женщин вроде бы вокруг много, а влюбиться все тяжелее. И вы можете даже вот сами не понимать, да что ж такое, да, вроде бы и женщины, вроде бы как-то вот и пытаюсь, да, но сердечко не ёкает. И вы можете даже сами не осознавать того, что вы, кто-то из вас, да, поскольку общий расклад, кто-то из вас просто еще не отпустили, не забыли бывшую. Вы боитесь себе в этом признаться. У кого-то может проиграться, что вы подсознательно сравниваете с бывшей. Это очень часто тоже бывает. И бывшая, кстати, может по каким-то параметрам выигрывать у новых женщин. Ну, неважно, там, хоть внешность, хоть постель, хоть фигура. Ну, как бы там ни было, да, вы можете осознавать, что да нет, бывшая была красивее, она была фигуристей там и так далее. Вы можете не осознавать, что проблема еще, кстати, вы боитесь сами себе признаться в том, что, сейчас я уточню, на ком-то из вас, ребят, есть магическое воздействие. У вас были такие предположения, да, особенно у тех, у кого сейчас, может быть, не все гладко, вот именно с женщинами, да. Вы можете знакомиться и распадается это все, да. Вы можете как будто быть сейчас в черной полосе. У кого-то по здоровью может быть проблемы. Опять же, у всех по-разному. Были такие мысли, проскальзывали, но вы боитесь в этом признаться, кто-то, может быть, не очень верит в это, скептически вы можете относиться к этому, да, но, тем не менее, есть среди вас те, на ком действительно есть магия, и пока вы ее не снимете, ситуация особо не поменяется. Далее, но опять же, повторюсь, я буду разные варианты рассказывать, да, а вы уже под себя переворачиваете. У кого-то из вас есть тоже женщина, да, но это не та, что вот я только что в начале рассказывала, да.
Женщина, у кого-то она может жить по соседству, у кого-то, я не знаю, где угодно может быть, да, в компании. Ну, то есть вы с ней вроде бы знакомы, вы понимаете, что она вам симпатична. Но здесь вот как камень преткновения, у кого-то могут быть еще комплексы, ребят. У вас, у кого-то могут быть реально комплексы, страх, даже у кого-то может быть страх перед постелью. Вы, может, даже вот подсознательно вы этого не понимаете, не осознаете. Особенно это бывает, я уже как-то рассказывала, если вам прежняя женщина какую-то гадость сказала по поводу, ну, шуточки ниже пояса, да, или не шуточки, а напрямую могла сказать, да, ты там никакой и ничего не умеешь, и у тебя там все не так, ну, то есть разные гадости. Поэтому вы тоже боитесь себе признаться, да, что это все-таки ваш комплекс останавливает вас вот в продвижении ваших отношений с женщинами. Вы сами можете, опять же, у всех по-разному проиграется, да, у кого-то какие-то предрассудки идут. Но опять же, либо вы еще не отпустили бывшую, либо же это вот страхи, да, а вдруг я действительно такой, да, а вдруг, как бывшая сказала, вот я плохой, и у меня там так что-то не так, да, поэтому в этом тоже есть ваш такой некий страх. Кто-то из вас, особенно кому сейчас плохо, кто может находиться в депрессивных таких настроениях, у кого скорее может быть, ну, не так давно вы расстались, там, либо работу потеряли, да, кризис какой-то в жизни, да, ну, то есть сейчас вам вообще, может быть, даже не до любви. Вы все больше начали замечать, что вас тянет вот либо к рюмочке чая, да, вот просто забыться, расслабиться. Вы боитесь себе признаться в том, что да нет, что я не буду, это не про меня, я не такой, да. Но тем не менее вы это делаете. Вы боитесь себе признаться, что вы все больше вот падаете, да, в эту пропасть. Вот как будто дьявол вас искушает. Поэтому я вас предостерегаю, ребят, вы, вы в шаге от того, чтобы ну, действительно стать зависимы. Вот кто этим балуется, просто от того, что вам плохо, от того, что вам одиноко, вы понимаете, что никакая бутылочка ничего не решает, никакие проблемы не решает. Вы боитесь себе признаться в том, что вы начинаете ну просто реально опускаться. Поэтому берите себя в руки, попробуйте, да, либо же к психологам, к специалистам обращайтесь, если вы не можете сами с этим справиться. Далее, кто-то из вас, вроде бы вот вы и кайфуете, вроде бы пытаетесь там забыться, отвлечься, но все равно вот вы как-то вот боитесь себе признаться в том, что вот ужасно соскучились. Кто-то даже по бывшей, кстати, соскучился, ребят. Вот это парадокс. Я понимаю, что она причинила вам боль, она причинила вам много, ну, доставила много нехороших моментов. Но если так, положа руку на сердце, у кого-то из вас точно проскакивают какие-то ностальгические нотки, воспоминания, вы скучаете. И вы сами себе боитесь признаться в том, что вот реально вы скучаете. Может быть, это по моментам, по хорошим, да? Скучаете по тем временам, по тем людям, когда все было хорошо. У кого-то из вас может проиграться, что вот у вас есть, ну, либо же близкий друг, приятель, там, коллега, да, с которым вы в довольно неплохих отношениях, но вы понимаете, что его жена вам все больше нравится. Поэтому тоже вы пытаетесь себе задавить это чувство, вы пытаетесь как угодно это опровергать, но если так по-честному, да, есть такие тоже среди вас, у кого сердечко бьется очень часто, когда видит эту женщину. Просто что у вас другое воспитание, и вы никогда не будете отбивать женщину, тем более у своего друга, да. Поэтому вот пытайтесь это в себе такое заглушить, задавить. Далее.
кто-то из вас пытается вот опять же почему-то поставить на себе крест. Хоть вы и пытаетесь себя вытаскивать из разных ситуаций, но тем не менее вот пытаетесь поставить крест, потому что думаете, все, жизнь закончена. Я просто разные ракурсы рассказываю, да, вот вас много, поэтому переворачивайте под себя. Что жизнь закончилась, и вы боитесь себе признаться в том, что да нет, да жизнь таки продолжается, да еще могут быть новые отношения, но это скорее тоже касается тех, кто находится сейчас, ну, в таких расстроенных, депрессивных чувствах. Что еще? У кого-то из вас может проиграться, что вот вы не то, что боитесь себе признаться, а вы, в общем-то, понимаете, что вы на себя очень часто, ну, забиваете, грубо говоря, да. Можете думать о ком угодно, да, помогать кому угодно, но кому-то из вас очень сильно нужен отдых, и вы его все время откладываете, откладываете, потому что вам кажется, вот если я сейчас ляжу, то я потом уже не встану, да. Насколько у вас либо же истощение физическое, может быть, душевное, моральное, да. Очень хочется кому-то из вас где-то поехать либо на море, да, вот за границу, может быть, отдохнуть. Либо же вы очень давно не были за границей, да, и вам так этого хочется, но по каким-то причинам вы все откладываете. Либо же на детей, там, может быть, родителям кто-то помогает, да, вот постоянно куда-то деньги идут, но только не на себя любимого. И вы даже отметаете эту мысль, что да ну как-нибудь потом, да, вот я поеду, ну как-нибудь потом, да, сначала вот там дети, там родители, либо еще что-то. То есть вы себе не можете признаться даже, что ну вы-то у себя один, вы у себя главный. Это говорит даже о том, что у кого-то из вас есть ну просто заниженная самооценка, ребят. Ее нужно стараться повышать. Повышать понемножечку. Понятно, что это не за один день делается. Постарайтесь из-за какой-то чепухи вот не заморачиваться. Постарайтесь купить себе какую-то безделушку. Вот то, что вам когда-то хотелось. Начните с малого. Потом все больше, больше. И реализовывайте свои цели, свои желания. И вы увидите, насколько вам будет проще жить, когда вы начнете себя любить, когда вы, наконец, заметите, что вы у себя есть, и тогда поменяется отношение окружающих к вам. Поэтому, мои хорошие, я надеюсь, кому-то из вас был полезен этот расклад. Кому-то, я думаю, может быть, даже поможет открыть глаза на какие-то вещи, да, и, в общем-то, будет полезен. Ну, а кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!